Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами канал Fury Guns, я Денчик, погнали! О, в принципе, ни хрена, я еще пацан. Вот так вот. Итак, дорогие друзья, ну что ж, всех с наступившим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, поэтому чтобы у вас все было хорошо. А мы, можно сказать, что начинаем все с самого начала. Итак, это первое видео в новом году. Поэтому, короче, это видео решил я начать с того, что, короче, хочу попробовать с Hatsan 125 пострелять на дистанцию 30 метров по вот такой вот маленькой мишеньке. Это крышка из-под бутылки. Обычная крышка из-под бутылки по 1,5 литровой. Вот. Ну, в принципе, на любой бутылке они одинаковые. Но не просто пострелять, а попробовать пристрелять Hatsan 125 на дистанцию 30 метров по этой крышке. То есть она будет у нас ориентир, будем по ней ориентироваться. То есть если получится пристрелять так, что он начнет с 30 метров попадать в эту крышку, не раз, не два и не три, все, значит, у нас все ништяк, сегодня все получится. Поэтому все как будет, так и будет. Если получится, значит получится, не получится, значит не получится. Короче говоря, посмотрим вообще, что получится. Я, если честно, думаю, что, скорее всего, может быть, даже и получится, но не сразу, потому что, учитывая, что это Hatsan 125, ну, там фиг знает. Короче говоря, посмотрим, ребят, что сейчас будет. Вот, да блин, какая-то паутина прицепилась. Вот, и небольшое, короче, отступление сделаю сейчас, ребятки. Вот. Я знаю, что там многие наши подписчики, там половина наших видосов до конца не досматривают. Поэтому здесь в начале небольшое вступление. Короче, ребят, такое дело. Так как вы знаете то, что в России YouTube зарплату заблокировал. Блогеры в России с YouTube ничего не получают. Ну, мы в частности, как бы и вообще никогда не получали. У нас монетизация была на канале, но мы ни разу с YouTube ни копейки не получили. То есть, короче, видосы все снимаются в плане того, что, ну, просто хочется что-то снимать, что-то вам показывать, просто показывать, да, что такое, наше хобби, наш стиль. Вот, как-то так. Поэтому нам в студию необходим хронограф и дальномер. Ну, дальномер как бы не прям особо нужен, но пригодился бы. Было, конечно, бы удобнее мерить расстояние. Обычно мы меряем, это шагомер на смартфоне, приложение устанавливаешь, и он по спутнику идет и считает шаги и показывает метры. Вот так мы обычно меряем дистанцию. Это мы никогда не говорили как, но это происходит так. То есть не с помощью шагов, но он показывает шаги и считает их метражи с помощью телефона. Вот. Но суть-то не в этом. А с дальномером, конечно, да, было попроще. Там просто посмотрел, ага, все понятно, там 100-200 метров. Вот. То есть как-то так. И хронограф. Вот по большей части нужен хронограф, чтобы и в последующем видосы делать более детальные, то есть показывать там уже в видосе, допустим, если какие-то пули будем использовать, будем сразу будет снизу там будет написано, какие пули, какая скорость, какая винтовка, какая дистанция. И как бы и для вас будет уже приятнее смотреть. И мы будем знать, какими все-таки винтовка, как стрелять. Потому что сейчас у Давыдыча есть какие-то сомнения по поводу Gamma G Magnum. У него там сейчас стоит витая пружина, и есть сомнение, что, скорее всего, пружина уже еще сильнее подсела, и винтовка как-то себя не так ведет. Вот. У меня стоит газовая пружина на 170, на 125, и манжета новая. Но тоже какие-то вот ощущения, что как-то винтовка как-то не так стала стрелять. Хотя вроде бы пружина, да, 170, все, манжета новая. Но как бы вот получается без хронографа я не могу понять, как он стреляет сейчас. По сути я знаю, не знаю, как он себя сейчас ведет. И даже если там вдруг какая-то поломка, все так вот, ну, примерно, все на глаз. То есть там что-то ощутили, что что-то не пробивает и тому подобное. Ну, короче говоря, не суть, не буду я конкретно утомлять, в принципе, вы поняли. Хронограф реально в нашем камрадомском деле в таком, можно сказать, тех, кто помешан на пневматике, он реально необходим, но, к сожалению, сейчас, ну, никак, ребят. Поэтому, если кому не сложно, может, там кто-то хочет помочь нашему каналу, любыми средствами, у кого какие есть, я за это вообще никаких этих, как бы, я бы, ребят, никогда бы не просил
но реально очень срочно нужен, а вообще никак. Поэтому, если кто чем может чем-то нам помочь, под этим видео будет ссылка на донат. Можете туда задонатить какие-то средства. В комментарии я еще в первом тоже оставлю. Либо я еще под видео оставлю ссылку в ВК. Если кто-то не захочет там на донат или не разберется, может написать мне ВКонтакте. Я там дам номер карты и там как-то договоримся, короче. То есть как-то так. Ну, это тот, кто хочет помочь, если у кого-то там, понимаю, все люди, все, естественно, тоже у всех проблемы есть. Но как бы я ничего за этого не поможете, пожалуйста, я ничего. Просто я к вам обратился, попросил помощи, а там как есть. Кто захочет, тот поможет. Кто не захочет, ну, даже не то, что не захочет, если у кого-то не будет возможности, ну, я сам такой же понимаю. Так что как-то так. Поэтому, короче, спасибо, ребят, за внимание. Переходим к видео. Вот, ребят, поэтому как-то так, ребят. Сегодня, короче, постреляем. Короче, получается, суть видео сегодня какая будет. Я хочу попробовать, он пристреленный у меня. Но я хочу его перепристрелять, сделать более точней. Получается, ну, я думаю, на 30 метров, если я буду попадать в пробку, я думаю, это хорошая кучность. Это пробка, это, ну, плюс-минус 5-рублевая монета. Я не знаю, конечно, получится, не получится, либо, может, там хотя там рядом с ней будет, это уже будет хорошо. Это уже будет хорошо, может, там 1-2 раза в нее попадем, вообще шикарно. Но говоря, как что получится. Короче, пули, которые сегодня будем использовать, это Lumen Field Target 0,68 грамм, потому что я знаю, что они с него самые нормально летают. И что еще? В принципе, все. Самое главное, ребятки, забыл, но сейчас мы туда на позицию придем, я вам там сейчас покажу. Все. Мишень висит, переходим на стрелковую позицию, начинаем. Погнали. Так, ребята, все, я на позиции. После ходили на охоту до выдачи. Вот, ну не суть. Короче, все, ребята, я на позиции. Упор. Да, ребятки, я сейчас представляю, сейчас хочу в комментариях будут хейтери, там полевые хейтери будут писать, ну наконец-таки сбылось чудо, Денчик сделал упор. Ну, понятное дело, потому что как бы не только для этого видоса, ну и вообще в целом упор всегда при отстреле нужен. Поэтому у нас теперь есть вот такой вот упор. Это 4 покрышки из-под легковушки. Как раз высота нормальная, я уже сейчас померил, вообще все четко, короче, ништяк. Поэтому, ребятки, и тем более-то в этом деле как раз таки, ну, чтобы точно пристрелять именно в пробку, по-любому нужен упор, потому что с рук так не получится. Вот, поэтому вот пули, вот эти будем сегодня использовать, Field Target 0,68. У меня их тут тоже уже осталось, ну, тут банка была на 500, ну, где-то еще штук 250 еще есть, так, ну, плюс-минус, так, на глаз примерно. Вот, короче, попробуем сегодня поработать, стрелять буду на 4-й кратности. Так, ну что ж, в принципе все, начинаем, поехали. Посмотрим, короче, что у нас из этого получится и получится ли вообще что-нибудь. Давайте. Так, значит, ребятки, что мы сейчас с вами делаем, чтобы точно у нас сейчас все тут понять. Давайте сейчас я делаю первый выстрел пристрелочный, потом пойдем посмотрим, чтобы понять. Желательно давайте, наверное, где-то 2-3 выстрела я сейчас сделаю, первых пристрелочных. Потом пойдем сходим до мишени, чтобы примерно понимать, как себя винтовка ведет, чтобы мне знать, куда делать поправки. А потом будем идти постепенно и пока не придем к нужному результату. Поехали. Все, давайте, мужики, первый выстрел. Хатсан 125. Пули Lumen Field Target 0,68, дистанция 30 метров. Погнали. Да, ну конечно, с упора вообще шикарно. Винтовочку положил. И вообще огонь. Так, ребятки, выстрел прозвучал. По выстрелу я так понял, что походу пуля ушла куда-то вверх. То есть даже, короче, в мишень не попала, она ушла вверх. Но это и понятно, потому что после
того видоса, когда мы тогда стреляли с Давыдычем, когда, помните, менялись винтовками. Вот, это такой был новогодний подарок для вас, новогоднее поздравление. Мы в том году точнее не делали, но решили под Новый год сделать видос в виде подарка. Я думаю, это будет более лучше, чем новогоднее поздравление. Ну, в комментарии все равно я вас всех поздравлю, ребят. Вот, так что как-то так. У нас Новый год, как можете видеть, ну, весна, что можно сказать. Но у нас уже сейчас, короче, с конца недели стоят морозы, поэтому это ненадолго. Поэтому пока есть шанс, решил, так сказать, в последние теплые деньки воспользоваться шансом. Шанс не да. И получается, мы когда-то тот видос снимали, винтовку пристреляли под Domed Pellets пули. И, видать, короче, филтаргет себя что-то как-то не так. Ну, короче говоря, сейчас еще один выстрел сделаем, посмотрим. Вот, потом, если что, я чуть-чуть крест ниже опущу. И мы с вами посмотрим. Попадания не было. Я понял, как пуля поверху прошла над мишенью, там в камне за ней ударила. Так, ребятки, было попадание по доске. Было попадание. Давайте сейчас, то, видать, наверное, скорее всего, я дергану винтовочку. У меня со 125-м это может такое случаться, потому что она со страйкером, мне никогда такого не было, чтобы я там дергал. На 125-м он от его веса, я до сих пор, видать, не могу в него прыгнуть, за то, что он тяжелый. Бывает иногда у меня, она как-то слегка подпрыгивает, я ее либо, ну, не так, может, как-то, хотя вроде бы упор, все, к плечу поджал, все как положено. Так, давайте я, наверное, вот так сейчас сяду. Второе попадание, ребята, было. Так, ну и для убедительности давайте сделаем еще третий выстрел. А потом пойдем посмотрим, как у нас ложатся пули. И потом уже будем от этого что-то судить. Ну, я в оптику вроде так попаданий на белой бумаге не вижу. Может, они вообще даже не бумагу летят. Попадание, ребята, было. Пойдемте посмотрим, что там получилось, и будем судить уже по этим выстрелам. Итак, ребятки, ну что ж, короче, получается те 3 выстрела, которые мы сделали, вот, они, получается, у нас, я целился в пробку, вот, а они у нас, получается, попали, вот, 1, 2, 3, вот эти вот 3, которые они уже были, я их до этого обводил, пообводил, чтобы знать. Вот, а получается, вот они 1, 2, 3. То есть, в принципе, они прилетели все группой в одно место, прилетели кучно и летели четко по центру, но ушли все выше. То есть, нам нужно сейчас опустить крест оптического прицела ниже, и мы начнем, в принципе, попадать прям в пробку на 30 метров. Как-то вот так вот. Все, пошлите делать поправку и постреляем еще раз. Итак, дорогие друзья, ну что ж, короче, получается, ну, как я вам и говорил, получается, винтовка была пристрелена под пули Люмен Пика 0,7 грамм, тогда в том ролике, а сегодня у нас филтаргет 0,68 грамм. Вот как бы, вроде бы как бы особо не сильная, да, разница пуль, а все равно уже, но в принципе летят все по центру, но просто чуть выше уйдут. Поэтому крест я сейчас с помощью барабанчика опустил чуть ниже. И все, давайте попробуем сделать повторный выстрел, только уже с поправкой, посмотрим, достаточно я сделал или нужно еще чуть-чуть подкрутить. Поехали. Так, ребята, выстрел был. Сейчас я, ребята, схожу, посмотрю, что там. Потом вернусь.
Итак, дорогие друзья, ну что ж, я сходил, посмотрел. Короче, почти получилось. Уже почти получается. Ну, получается, вот пробка, а пуля попала вот так вот. Вот так вот. То есть четко по центру, но еще чуть выше. То есть еще чуть-чуть ниже. И прям начнем попадать в пробку. Если честно, ребят, мне с упора нравится прям стрелять. Прям вообще огонь. Еще я 20 кликов вниз сделал. Я думаю, этого будет достаточно, потому что там по сантиметрам как раз примерно плюс-минус так. Ну, если что, мы потом вернем. Так, давайте, ребята, поехали. Второй выстрел. Итак, ребята, второй выстрел прозвучал. Что, сейчас туда схожу и заодно там засниму вам, покажу, как это было. Поехали. Итак, дорогие друзья, ну что я могу сказать? Короче, походу что-то у нас сегодня получается. И получается ништяково. Короче, вот он был первый выстрел. То есть получается у нас здесь сначала были попадания. Вот эти вот. Вот, ну, либо вот эти какие-то три, либо вот эти, либо, ну, короче, не суть, они, получается, вот здесь вот были. Вот они, вот здесь были. То есть, в принципе, вот, как вы можете видеть, центр, четко. Потом я опустил на 40 кликов вниз перекрестие прицела. И после поправки 40 кликов мы попали сюда, вот первый выстрел. Пробка, вот она. Мы сюда попали. Потом я опустил еще на 20 кликов, второй выстрел. Солнце отсвечивает, я думаю, вам видно. Вот, второй выстрел. Вот она, дырочка. Отверстие, так скажем. И вот пробка. То есть мы попали прямо рядом, вообще буквально тут, я не знаю, в миллиметрах от пробки вправо. То есть у нас сейчас я сделаю 2 клика влево. Даже, может, скорее всего, 1 клик влево сделаю. Этого будет достаточно, я думаю. И все. И мы с вами попробуем попасть в эту пробку. Поехали. Так, ребята, все. Короче, получается, вот у нас вот это место, которое, давайте я поближе подойду. Вот так видно. Да. Вот этот барабанчик, который отвечает у нас за двигает перекрестие прицела влево-вправо. У нас они уходят, ну там буквально чуть меньше сантиметров вправо. Вот давайте делаем 1 клик влево. Раз. Давайте 2 сделаем. 2. То есть до щелчка. Щелчок услышали, все. Там еще каждый щелчок это 1 клик. Все, поправку мы сделали. Давайте, ребята, пробуем. Выстрел номер 3. Поехали. Так. Оба. Ага. Ништякова, ништяковка. Нормально такая. Так. Итак, ну что, пойдемте посмотрим, что там получилось. Итак, дорогие друзья, что я могу сказать? Короче, в пробку на 30 метров попал я 2 раза. Вот оно, одно попадание, вот второе. Вот он. Вот одно, вот второе. То есть это вот пробку. И потом у нас все пули легли вот сюда. То есть как-то так. Вот эти, это пристрелочные были. Мы пристреливали именно сам прицел. Вот был один отрывчик, вот у нас влево ушло. Как раз таки, да, я когда был, у меня там один момент, я слегка что-то выстрелил, у меня винтовка так слегка влево, так, ствол дернулся, и вот сюда, сука, улетел. Если не дернулся бы, прям в пробку, было бы еще одно третье попадание. Короче, косячую. Вот, и получается вот у нас 1, 2, 3, здесь походу 4, 5, 2 в 1, 6
и плюс 2 в пробку. 7-8. 8 выстрелов. Ну вот как-то вот так вот. Вот кучность. Это получается, ну, я не знаю, вот колпачок от фломастера. Вот. Это, в принципе, он перекрывает. Вот, пожалуйста, он. Колпак от фломастера. Как-то вот так вот он перекрывает. То есть, в принципе, на 30 метров вот в такой колпачок попасть реально. Вот как-то вот так вот, дорогие друзья. Hatsan 125, 30 метров. И в пробку попали, и здесь собрали нормальную кучность, как положено, как и должно быть. Итак, ну что ж, дорогие друзья, ну вот как-то так, короче, сегодня постреляли. Вот он, наш сегодняшний виновник торжества. Блин, на проводность. Вот так вот. Вот он, этот аппарат. Hatsan 125. Ну, можно сказать, вот сейчас, на данный момент, вы увидели, я вам сейчас показал, как стреляет Hatsan 125. Не только мой, я думаю, в принципе, и все Hatsan 125, которые есть, они все, в принципе, стреляют так же. Поэтому все те, кто говорят то, что Hatsan 125 это дерьмо, и он не точный, и с него попасть нереально, там даже с 5 метров никуда попасть. Ну, я думаю, сегодня вы сами все увидели. Да, конечно, это не кучность PCP, где там практически одна в одну, но приближена к ней, потому что все равно у нас собралось все в одном месте и есть 2 попадания в пробку. То есть, короче, вот как-то так. Поэтому, что я могу сказать, ребятки? В принципе, пробуйте, стреляйте, тренируйтесь тоже. Попробуйте тоже такие эксперименты, попробуйте повесить лист бумаги, там, пробку какую-то, или там, ну, любые предметы, которые там посчитаете нужным или там захотите, и попробуйте в них пострелять с небольших дистанций, там 30-40 метров. Вот, ну, как бы 20-25 метров как бы не очень интересно, но 30-40 уже нормально. В принципе, это для воздушек рабочая дистанция, 30-40 метров, как бы, ну, думаю, такие, как раз самое то. Поэтому как-то так. Ну, что ж я могу сказать. Подписываемся на канал, ребята. Ставим пальцы вверх. Еще раз поздравляю с наступившим Новым годом. И все. А с вами был я, Денчик, канал Fury Guns. До новых встреч. Пока, ребята.